До того, как я пришла в Spirit, я уже, в принципе, нормально так поработала в университете в Киевском политехническом на технической специальности. Работала персональным фитнес-тренером. Тренером тренажерного зала, так могу сказать, да. В моей текущей работе опыт предыдущий, полученный мной, мне помогает и помогал вообще неоднократно из обоих сфер. Из опыта, которого я получила, там, работая ассистентом в университете, то есть я какие-то практические занятия проводила, я преподавала именно лекции. Опыт персонального тренинга дал мне много с точки зрения общения не то, что даже с молодежью, потому что разница там между мной, когда я начинала преподавать, и молодежью, которой я преподавала, была минимальная. Но при этом он мне позволил выстроить, наверное, какие-то софт-скиллзы и по коммуникации в группах, по индивидуальной коммуникации. Научил меня находить какой-то индивидуальный подход к разным людям, понимать, почему они так или иначе действуют. У меня много есть знаний физиологических каких-то, то есть жизненные ситуации, которые случаются с моими игроками, будь то их здоровье, либо какие-то там микротравмы, я могу быстро понять, что нужно делать и как нужно делать, куда ему нужно пойти, или я могу это сама сделать. То есть, в принципе, это хороший навык. В целом, мои знания физиологии и каких-то медицинских проблем, то есть у меня есть образование такое базовое, типа реабилитолога, каждый день почти помогает, потому что ни один буткемп, ни один турнир не проходит без того, что у тебя какой-либо игрок заболел, либо их там двое-трое заболело, рука болит, спина болит, нога болит, или он неудачно где-то в зале позанимался. Я тот человек, когда там игрок заболел, он пишет сразу мне, у меня болит то-то-то, а я уже знаю, чем его лечить, у меня все есть с собой. Или я там могу ему тейп наложить, там, я могу ему нужную мазь посоветовать, и сама, в принципе, это все сделать. И это большой, мне кажется, плюс, потому что у нас не возникает проблемы, когда нам нужно врача идти искать, потому что мы не знаем, что делать. Я всегда знаю, что делать, почти всегда. Очень самоуверен. Я присоединилась в Spirit в осенью 2016 года. Никита на тот момент времени подписывал новую команду. Это, по сути, была готовая команда, собранная. Я до этого помогала им в другой команде, им в других составах, там, с каким-то документооборотом. Какие-то маленькие просто такие организационные моменты решала. Когда Никита подписал этот состав, он начал спрашивать у них и там у других людей, кого им взять на менеджера. Немного вращалась в этой сфере, косвенно уже что-то понимала. Я понимала, что я хотела бы заниматься, работать в киберспорте. Сама предложила свою кандидатуру, ее порекомендовали там еще один другой менеджер, и просто прошла собеседование и прошла на стажировку, так сказать, и потом уже осталась работать. Из-за того, что я училась на технической специальности, я знала многих старых игроков старой школы, там, в КС, в Доту. Мы общались довольно плотно, мы вместе время в клубах проводили компьютерных. Я сама во что-то играла и до этого. Когда уже в Киеве начали проводиться киберспортивные турниры, я просто там как зритель присутствовала, мне нравилась эта атмосфера. В целом у меня еще была такая мечта, что я очень хочу работать на работе, которая позволит мне много путешествовать. Почему-то я на дистанции знала, что киберспорт вполне может дать мне эти возможности. Поэтому я решила попробовать. Начнем еще просто с того, что мы достаточно какой-то промежуток, наверное, где-то полгода мы работали удаленно. Сразу я поняла такой момент, что можно всегда написать Никите, если вот у тебя есть какой-то глобальный вопрос, и ты сомневаешься в своем решении, а в самом начале пути сомнений очень много всегда возникает из спорных ситуаций. Ему всегда можно написать, и он поможет тебе решить любую твою проблему, поможет тебе понять, почему нужно так или иначе поступить. Ощущение вот этого менторства очень сильно присутствовало. Я обычно сама понимала, что мне нужно сделать, и в уже каких-то углубленных ситуациях и процессах обращалась к нему за каким-то советом, либо просто за апрувом такого-то решения.
Я могу так охарактеризовать спирит в рамках, допустим, роста киберспортивной сцены. То есть тут все зависит от главных целей организации и ее создателя, в первую очередь. Никита, он всегда больше про спорт, чем про бизнес. То есть он создавал эту организацию с идеей спортивных побед и спортивных достижений. И он также, с другой стороны, человек, увлеченный большим спортом. То есть я знаю, что он очень много наблюдает за футбольной сценой, за другими видами спорта. И для него во главе всего всегда стояли спортивные результаты. И благодаря ему опыту, заимствованному из других спортивных именно дисциплин, он всегда с каждым нашим составом с самого начала и постепенно, планомерно, с увеличением ресурсов у организации, он все больше ресурсов пытался вкладывать и в голову своим сотрудникам, с одной стороны, и с другой стороны, вкладывать именно процессы, которые могут повысить спортивный результат команды для того, чтобы команда могла добиваться лучших спортивных результатов. Он мог бы быть киберспортсменом, на мой взгляд, с детства, как многие, играл в очень многие компьютерные игры и достаточно фанатично, назову это так. То есть он много проводил времени в этой среде. Наверное, поэтому он лучше понимал, как сама среда функционирует, и потом со временем, с опытом тоже разбирался, общаясь с теми же игроками. Даже если бы я пришла в организацию, имея только свои спортивные знания, как человек, который фанатично увлекался спортом в прошлом, если бы я пыталась их просто применять, не беря в особенности то, что это киберспорт, и то, что это киберспортсмены, тоже бы ничего у меня не вышло. В спорте-то там есть достаточно классическая модель, как расписан день игрока. Любого игрока в любой дисциплине. Ты можешь там столько-то часов тренироваться, больше этого количества часов ты тренироваться физически не можешь. Тебе придется отдыхать, тебе придется восстанавливаться, что-то делать для того, чтобы твое тело, организм восстанавливался. С компьютером так не работает. И любой игрок может сидеть 10, 12, 15 часов играть, и он будет абсолютно нормально себя чувствовать. Вот в этом очень большая разница. Нужно понимать особенности действительно этих и игр, и особенности игроков, и особенности влияния для того, чтобы аккуратно заимствованные эти методы спорта внедрять в твои составы. В целом моя задача закрывать их реально какие-то все потребности в реальной жизни. То есть если спортивной частью у нас занимается Дима и Айрат, то я занимаюсь непосредственно какой-то их бытовой частью, организационной частью, тревелом, еще чем-то. С моими текущими игроками, мне кажется, у меня достаточно доверительные отношения, что в случае каких-то любых, в принципе, ситуаций они ко мне обратятся, и я смогу им как-то помочь. Именно такой ситуации, когда к тебе игрок приходит, за советом или за помощью, но при этом ты ему это все даешь, и он этого не делает, потому что он отрицает, что таких, наверное, ситуаций не было. В моих каких-то старых составах, где я со своей гиперинициативы, например, пыталась игроку донести, что-то объяснить, что вот так для тебя будет лучше, чем вот так, и он мог от этого отказываться и отрицать. В текущем составе таких ситуаций просто не возникает. Твоя задача, как хорошего менеджера, не лезть со своими навязанными идеями и представлениями о лучшем мире, о лучшей жизни для этого человека, а просто пытаться в моменте слышать его и понимать, что ему конкретно нужно. Чем больше ты работаешь с игроком, тем лучше ты его понимаешь. Если он к тебе придет в этой ситуации, ты сделаешь вот так, ему это не понравится, он плохо на это как-то будет реагировать в силу его особенностей, а не потому, что ты так сделал. И ты просто уже подстраиваешься. Все идет с головы, особенно в нашей модели. Мне кажется, именно с этим составом мы добились всех этих успехов, которых мы добились, только благодаря тому, что мы поменяли подход к работе с командами, то есть и стали выстраивать эту управляющую цепочку сверху вниз. То есть у нас есть Дима, у нас есть тренер, у нас есть я, и у нас есть игроки. А не наоборот. У нас есть игроки, и мы все вокруг них. И не возникает такой ситуации, что, во-первых, игрок тебя слушать не будет глобально. Но обратная сторона этой медали — это то, что ты должен действительно быть и примером, и ты должен сам делать то,
что ты предлагаешь делать своей команде. Поэтому для нас с Димой всегда важно, конечно, быть в очень хорошей форме. И нам важно поддерживать хорошие отношения, профессиональные, потому что если мы с Димой будем как-то плохо там коммуницировать, например, игроки это будут ощущать тоже. Фанаты часто меня называют мамой. С моей точки зрения, для того, чтобы, в принципе, хорошо развиться на пути организационного менеджера команды и для того, чтобы решать вот этот весь пул возникающих там проблем, задач и всего на свете, нужно обладать качествами, такими как самоотдача, уметь ставить где-то свои интересы ниже интересов твоего коллектива. Игроки, они, можно сказать, обрисовать их, охарактеризовать, как будто это маленькая семья на самом деле. Особенно наши игроки, они живут в другой стране, не там, где они жили раньше. Они живут отдельно, каждый из них, хотя не каждый из них был к этому готов. Кто-то переехал и стал жить там без родителей. И они сталкиваются с многими бытовыми проблемами в первый раз в жизни, и им не к кому идти за советом, кроме как, допустим, ко мне или к Диме. И, конечно, не могу я не прореагировать на любую такую ситуацию. И моя работа реагировать, и моя задача реагировать. Потому что если ты не поможешь своему игроку, то к кому он пойдет вопрос? И как ему помогут? И что на выходе ты получишь? То есть моя задача всегда как-то стараться действительно в жизни им так помогать, чтобы у них не возникало возможности попасть в какую-то плохую ситуацию там, или там жестко заболеть, не выздороветь. Они сделают какие-то плохие выводы или неправильные там решения примут. Мне от этого только будет хуже, потому что потом нужно будет вдвойне или втройне больше всего решать. Конечно, вот там были ситуации, типа вот как мы решили на буткемпе устроить выходной день, когда там хорошая погода, мы стараемся их сделать коллективными, например, там пойти всем вместе в баню или пойти всем вместе в баскет поиграть. Вот на одном футболе у нас реально там у Ярика случилась проблема, что там они мне просто с футбола звонят, говорят, все, срочно приезжай, там я быстро приезжаю, все бросаю. Ярик лежит, у него так колено выехало, он не может вообще ходить. Повезла его в травматологию, на турнир реально поехали, заказали ему медсопровождение везде, чтобы его там возили, грузили, там все, и было вот так. Играл нормально, он не мешал. Я, например, буду негодовать, там, если у меня игроки там будут в тревел-дни, например, будут там график нарушать, мы где-то будем опаздывать, или там обязанности, которые мы должны сделать на турнирах там, или там, перед нашим матчем и так далее. То есть я всегда буду стараться делать расписание таким образом, чтобы, зная все их нужды, они все успели сделать, но мы были вовремя. И если кто-то намеренно там это нарушает или в силу своего характера это нарушает, конечно, я буду там его ругать за это. Нужно понимать, что любой киберспортсмен — это достаточно особенный человек. И тебе, как менеджеру, нужно уметь работать с любыми его особенностями, будь они токсичны или не токсичны. Тем более игроки, они могут быть токсичны по-разному. Они могут казаться тебе токсичными в силу своего, к сожалению, низкого уровня образования, и в целом осведомленности, а могут быть токсичными и вспыльчивыми по своей натуре. Это не значит, что он плохой человек или плохой игрок. Это значит, что ты не нашел пока инструменты для того, чтобы сгладить эти углы, для того, чтобы он нормально влился в твой коллектив и нормально там работал. Зачастую я поддерживаю коммуникацию не только там с игроками, но и с их родителями, иногда девушками, иногда там сестрами, в зависимости от ситуации. Игроки некоторые, приходя к нам в команду, они были достаточно маленькие, и их родители — это вообще первый был их опыт, когда родитель отпускает куда-то своего ребенка, и он не до конца понимает, куда, и не до конца знает, что там будет происходить. С нашей точки зрения мы всегда, конечно, выстраиваем эту коммуникацию с родителями. Там и я, и Никита, и Дима, если нужно, и это очень важно и для родителей, и для игроков.
если мы поедем на турнир в страну, где мы не были, допустим, здесь весомый кусок работы на себя берет турнирный оператор. То есть моя задача только у турнирного оператора выяснить максимально детально, где мы будем жить, как мы будем жить. В последнее время мы стараемся сделать так, чтобы у нас игроки жили отдельно. То есть я всегда опрашиваю игроков, для кого это критично, не критично. Если есть возможности с отелем, где будет проводиться турнир, улучшить условия их проживания, мы будем это делать. У меня, конечно, еще очень большой опыт, потому что я уже много где поездила, и я плюс-минус понимаю, где как работают базовые вещи, такие как, например, там службы доставок, где какая кухня, где какое питание, и как мои игроки будут реагировать на это питание. Например, нашей команде там не нравится ездить на турниры в Америку, потому что, далеко лететь, и, там нет нормальной еды. Но нет ее там, где мы были вот в всех этих штатах. То есть я знаю, что если мы поедем в какие-то штаты, где есть реально большая вариативность вкусной еды, то там все будет вообще окей. То есть я, конечно, проверю условия, где мы живем. Я, конечно, подберу лучший маршрут, чтобы мы туда максимально комфортно долетели, доехали. И учту, наверное, будет ли большая смена часового пояса для того, чтобы понимать, как ребят к этому подготовить, какие нас могут ожидать проблемы из-за смены часовых поясов. Все проверю, медицинское законодательство, чтобы знать, что можно с собой везти, что нет, и что можно там купить, что нет. Впечатление еще очень сильно складывается о турнире не только из-за страны, где он проходит, а из-за самого турнира. Ты можешь приехать в самое прекрасное место, и если турнир будет очень плохой, у тебя это место будет ассоциироваться с вот этим вот очень плохим уровнем. У меня было несколько очень плохих турниров, и, честно говоря, один был где-то в самом начале пути. Мы поехали с командой на турнир в Хайнань, нас туда позвали, мы вроде проверили, вроде нормальный турнир, а тогда еще не так, чтобы много было турниров, и все турниры, которые были в Китае, они были прям вау, классные турниры, мы думаем, поедем туда, и мы туда приезжаем. Все то, что нам обещали, это все вообще неправда, потому что живем мы там вообще в другом отеле. Никто нас не встречает, у нас нету никого ни хендлера. Это Китай, и Хайнань это на тот момент времени был такой китайский, прям Китай для китайцев. И мы на месте это все поняли, конечно, день прилета. И ладно, там еще бытовые условия были плохие, но там еще были технические условия ужасные. И мы этот турнир, по-моему, там даже одного матча не сыграли, потому что мы не могли матч стартануть из-за технических проблем. Мне тогда отчасти повезло, потому что у нашей организации был очень хороший фанат, который приехал с семьей в Китай. Он на тот момент времени уже там 4 или 5 лет там жил. Зная китайский язык, он мог менеджерить там какие-то штуки на китайском языке, потому что знание английского тебе там не помогло бы. Это плохой турнир для игрока тоже. И игрок, когда он не может играть, в принципе, вот они приезжают на турниры, нужно побыстрее, чтобы им дали компьютер, чтобы у них хороший был интернет, хороший компьютер, чтобы они могли играть. Там всего этого нету. И вот у тебя есть там 5 игроков, им есть нечего, играть им негде, тебе нужно все быстро это искать, решать. И было так непросто, но мы справились. Там на месте был киберспортивный отель. Тебе сдавали такой большой спейс, там стояли 3 двухъярусные кровати и линейка компов достаточно нормальных. И мы вот туда ездили каждый день и играли там, ели дошики, китайский Макдональдс всю неделю, которую мы там были. Все нормально, всех устраивало. Лучше вариков не было. Если так посмотреть календарь, то ты там стабильно раз в месяц на какое-то количество времени куда-то едешь, и сейчас уже турниры такие, и мое отношение к ним такое, что если там в самом начале ты приезжал на турнир, у тебя там времени свободного было, завались, ты мог пойти погулять, все посмотреть, где-то поесть. Игроки были другие, они тоже с удовольствием их с тобой куда-то бы пошли. И сама сцена так работала, что не было такого. Вот сейчас мы на турнир приезжаем, у нас там ни минут вообще нету свободно, у нас есть четкий график. Ты во столько встал, во столько ты делаешь это, вот так ты делаешь то. Ты просто устаешь от постоянных перелетов, от постоянных поездок. Это влияет на твое здоровье. Тебе нужно гораздо больше за собой следить, чтобы постоянно быть в форме. Ты не можешь какую-то стабильную жизнь, наверное, выстроить вот оседлую на каком-то одном месте. Я, допустим, не очень-то этого и хочу, мне окей, но хотела бы я меньше летать куда-то, да, я бы хотела, чтобы как-то турниры все где-то
в удобных локациях были. Это было супер. Перу, да, я там была не раз, и очень мне понравилось. Много там поездила за все 3 поездки, и по сей день считаю, что это очень хорошее место. Если мы рассматриваем там поближе к нам, то это Дания. Я была уже там, я не знаю, раз 8 или 10 в Дании на турнирах, и каждый раз я приезжаю, и мне очень нравится Копенгаген. Комфортно работать из-за очень высокого уровня сервиса, и это тоже всегда плюс. Такие страны, как там Филиппины и некоторые страны Азии, они будут давать вот эти конвои, в первую очередь, чтобы избежать пробок и вовремя тебя довести, во вторую очередь, чтобы обеспечить тебе безопасность. И не только от фанатов, и в принципе. На International там в 2021 году мы тоже ездили на арену все время в сопровождении полиции из-за ужасного трафика, который был на тот момент времени в этом городе. И просто, чтобы нам делать вот этот коридор, чтобы мы не ехали по 3 часа на арену, нам давали охрану. На большинстве турниров это так работает, что когда начинается стадия со зрителями, то есть плей-офф, это или какой-то стадион там, или где он проводится, там тебе дают охрану, потому что уже есть зрители, все зрители твои фанаты, действительно, чтобы они не трогали, не дергали игроков в неположенных местах и в неотведенное время, то дается уже просто, security парни, которые там ходят за тобой везде, и когда ты выходишь там на перекур, делают вокруг тебя такой кордон, чтобы никто к тебе не подошел. Дима ответственный за наш тренировочный процесс. Когда мы собираемся, сколько мы должны играть там пабликов, сколько мы праков должны играть, с какими командами. Он следит за сценой изнутри, за тем, как играют другие команды, подбирает нам лучших соперников, как-то составляет эти тайминги, просчитывает в зависимости от того, что мы делаем. Готовимся мы к турниру, там этот турнир онлайн или офлайн. Всегда держит руку на пульсе внутри игровых ситуаций. В большей степени коммуникативных. То есть он обращает внимание на какие-то изменения в коммуникации в команде и каждый раз выясняет это с конкретными игроками, либо со всей командой. Мы с Димой, очевидно, обсуждаем, что произошло, и обмениваемся новостями там по любому поводу. Просто чтобы быть в контексте ситуации, я тоже сижу, но я в эти процессы не вмешиваюсь. Дима умеет как минимум в доту играть, а я не умею, потому что мой опыт в доте был 10 лет назад, 15, и очень маленький, очень коротенький. Я не играла в эту игру в принципе. Я играла в Warcraft, играла в какие-то шутеры, в другие игры. Дима играет в доту до сих пор. И, конечно, наверное, с точки зрения коммуникации игровой по игре с игроками он гораздо лучше, чем я. У меня тоже есть какое-то понимание из-за моей большой насмотренности. Какие-то ситуации я могу с игроками обсуждать и там понимать. Но так как делает это Дима, я не могу и не умею. Благодаря тому, что Дима имеет много именно внутриигровых компетенций, он может находить новых игроков. Я не смогу проанализировать тебе пул игроков и сказать, что вот этот молодой человек потенциально через 2 года станет супер классным спортсменом, а Дима может. Дима находит этих ярких звездочек маленьких и растит их до тир-1 сцен. Дима точно не простой человек, но не тот человек, которого стоит бояться. Он достаточно эмпатичный человек, он хорошо чувствует изменения там в поведении людей других и их характере. Гибко может под это подстроиться, и он всегда в сложной ситуации готов с собой пожертвовать, там, чтобы помочь там, другому человеку, там, или там, мне, или если что-то нужно будет, какие-то вещи он очень близко к сердцу может принимать. И тот образ, который у него есть в комьюнити с реальным Димой, которого я знаю, он на лишь малый процент может биться. Для меня, например, Дима — это человек не самый организованный 100%. Наверное, в этом наш дуэт и хорош, что его там слабые способности организатора я перекрываю. Дима порой вспыльчивый человек, но он также очень вдумчивый, он в многих вещах лучше меня разбирается. Он действительно находит подход к очень широкому спектру людей. То есть, будь там молодой, маленький игрок, будь это какой-то там игрок тир-1 сцены, который 10 лет уже играет, он всегда может донести свои мысли, он может вложить правильные идеи. Мне кажется, большинство наших спортивных успехов, оно основано в первую очередь на том, что у нас была конкретная модель и конкретная идея, как мы хотим этого добиться, но то, почему мы этого добились, это Дима, который смог это правильно вложить в голову игрокам. Атмосфера в нашей команде, она зависит от Димы. Дима ее задает.
Айрат полноценно именно тренер. Тренер смотрит все наши игры, участвует в нашем тренировочном процессе и анализирует все эти игры, смотрит игры всех наших оппонентов, анализирует игры оппонентов, предлагает игровые идеи нашему капитану, объясняет игрокам там, как, от того, как билдиться, до того, как двигаться по карте, анализирует все игровые ситуации, там, будь то какая-то драка в игре или кто, как, куда, почему пошел, объясняет, что хорошо, что плохо, как можно было сделать иначе, и как с нашей точки зрения, и как действует оппонент. Наверное, это все просто идет, опять же, от концепции того, что мы этот состав собирали с определенными целями, и у нас нет такого, что у нас в этом составе кто-то один решает. У нас возникают, допустим, ситуации, у нас есть я, у нас есть Дима, у нас есть Никита, у нас есть Айрат, и мы вот это все данные с нас четверых анализируем и принимаем какие-то решения, и потом это уже имплементируем как-то в команду. Модель управления тренер-менеджер, мне кажется, вот так. У нас не будет такой ситуации, что команда к тебе придет и скажет, там, мы хотим там, с теми играть, с этими не играть, то делать, это не делать. Мы им будем говорить, что им нужно делать. Нам удалось собрать такой состав и добиться внутри такой, наверное, атмосферы, которая принесла нам эту победу. И для организации, конечно, это очень много, это большой рывок. Мечта каждой этой организации, по крайней мере, вот раньше точно была, это получить Аегис. Это как бы единственное, что тебе нужно, ради чего ты в доту играешь. Это самый высший уровень достижений. Наша победа на еще таком интернешнале, она, конечно, много дала организации. Даже не в плане конкретно прямой прибыли, а в плане того, что все о нас узнали, все начали понимать, что это не просто игрушки в компьютер поиграть и так далее, что тут можно чего-то добиваться, что это хорошая, допустим, рекламная площадка, что это хорошая медийная сфера. То есть сразу у тебя открывается такое поле возможностей разное. То есть ты можешь гораздо проще партнеров искать, тебе больше предложений поступает, ты получаешь, собираешь там больше охватов, можешь это уже как-то монетизировать, очевидно. Мы не ехали тогда с целью, победить и с вот этим ощущением того, что мы победим. Цель была, минимум в топ-6 зайти. Убейте видео! Спирит топ-4. Да, ну и нельзя сказать, что 5-6 место это плохое. Дожили. Это оно, да? 29-1. Был всегда определенный вот такой какой-то тремор, когда ты с ВП играешь. Мне кажется, у любой команды есть такой оппонент, которому ты очень много проигрываешь. И, с одной стороны, ты, конечно, все больше хочешь его обыграть, но у тебя есть все равно мысль в голове, что ты уже столько им проиграл, сейчас можешь еще раз поиграть. Вот когда мы тот матч выиграли, у нас, наверное, эмоций было больше, чем от победы на интернешнале, вот без шуток. До такой степени у нас было много эмоций, что мы потом с игроками вечером такие, все, давайте успокоимся, уже нам тут еще играть кучу матчей. Вот каждый матч как последний матч. У нас каждый день был настрой, что этот матч может быть там следующим, а может быть последним. И мы старались каждый день, как будто вот у нас есть только один матч, а не турнир, и нам его нужно выиграть. Последняя карта, там уже, честно говоря, что с нами только не происходило с Димой. Я не знаю, мы скурили пачек 7, наверное, сигарет за этот день. У нас был супер длинный день, супер большие нервы. Там была сцена, получается, и сзади сцены стояли такие строительные бытовки с двух сторон, их команда и наша команда. И возле каждой бытовки было по курилке, вообще идеальная конфигурация. Вот это лучшая конфигурация за сценой была. В этой бытовке мы слышали прямую трансляцию игроков, и большую часть времени, я не знаю, я помню, что я туда-сюда в курилке ходила, постоянно курила, и там с телека в продакшена посматривала, что же происходит. Накал вот этих эмоций, он супер сильный, и ты в какой-то момент уже не можешь их нормально обрабатывать, ты просто уже потом такой... не знаю, чувствуешь какую-то смесь и усталости, и вот этого нервного напряжения. В моменте идут все равно мысли, что будет, если мы проиграем. То есть ты никогда не думаешь вот в этом моменте сейчас, ты всегда проецируешь какие-то мысли, что будет, если мы проиграем? Что я буду делать? Как я должна буду как-то сработать, условно. Было непросто, точно.
У каждого игрока, конечно, есть мечта выиграть на интернешнале, но когда ты молодой игрок, когда это твой первый интернешнл, ты еще не понимаешь даже, наверное, до конца, зачем ты идешь. Мечта, она большая, глобальная, но для Ярика и для Димы, и для Айрата, которые уже были на интернешналах, которые уже чувствовали эту атмосферу, которые гораздо дольше к этому всему шли. Для них это было очень важно. Для Димы, для Айрата, для Ярика и потом уже второстепенно для всех остальных. Мы супер радовались, я помню. Мы там с Димой и с Айратом орали, не знаю, просто супер радовались, вышли к ребятам на сцену. Тут им хорошо откладывается в памяти. Наверное, даже он лучше отложился в памяти, чем Сиэтл. Мне кажется, для игроков, которые выиграли тоже. Потому что у нас была одна вот эта трибуна из всех русскоязычных там и иностранных аналитиков и комментаторов. Вот они все были наши зрители. Все. Это давало определенный шарм реально этому турниру, добавляло. Это определенный интерес, 100% в этом был. Какие-то ребята, которые были близкие наши знакомые из этих комментаторов, они к нам за сцену уже бежали, такие все супер рады. Приехали в отель, нас ждали наши фанаты, которые приехали на турнир, но которые не попали на турнир из-за ковида. Туда действительно очень много фанатов приехало, они нас все ждали под отелем, это было супер мило. С ними какое-то время провели, и потом уже был вечер, и ковид. Мария Гунина, спасибо нескольким людям, которые все там быстро организовали, там в последние минуты заказали хоть какую-то уже еду. Мы все сидели, ели, я вернулась в номер, залила контент, купила билеты на утро, мы полетели домой. Все, вот так было. Проблема в том, что когда ты менеджер, у тебя не заканчивается работа. То есть ребята могут отдыхать, просто общаться, что-то делать, а ты должен делать работу, потому что тебе на следующий день нужно, чтобы они все уехали, там, или через день нужно проследить, чтобы у всех все было, чтобы никто там не проспал, никто ничего не забыл. Там, ситуации разные у нас бывают все время, поэтому... Да. Победа на ИТ на самом деле помогла мне в работе. С одной простой причиной. Потому что когда ты особо ничего не добился, ты никто. Ты можешь быть каким угодно классным специалистом, хорошо делать свою работу, но если ты в этой сфере общаешься там, с твоими такими же коллегами из других клубов или с турнирными организаторами, у всех возникает вопрос, кто такой, никто не прислушивается ни к твоим идеям, ни к твоим советам. Какой-то больше процент нормально ни с тобой не коммуницирует, ты не можешь для своей команды получить лучших каких-то условий. И эта победа на ИТ, конечно, все поменяла. Все хотели с нами играть, все нам шли навстречу, все понимают, что ты не никто, ты уже чего-то добился, что значит ты что-то делаешь правильно, все хотят заимствовать твой опыт. У меня конкретно как у менеджера много возможностей открылось с точки зрения работы в этой сфере и, надеюсь, наверное, с точки зрения какого-то влияния, потому что в какой-то момент времени, когда ты работаешь менеджером команды, ты понимаешь все особенности работы сферы, в которой ты работаешь, и ты понимаешь, что не так работает. Как-то органично возникло это желание начать что-то менять. И я всегда старалась выстроить коммуникацию с турнирными операторами таким образом, чтобы иметь возможность на что-то повлиять. Устать от побед, наверное, нет, но эмоционально ты на победы перестанешь реагировать. Каждая победа будет вызывать у себя гораздо меньше эмоций, как в ситуации победы, так и в ситуации проигрыша. Я за собой заметила, что на дистанции времени моя эмоциональность по отношению к турнирам, победам, проигрышам стала гораздо меньше, и это только лучше для меня, потому что я способна в критические моменты гораздо более собраннее и хладнокровнее думать и принимать решения, и, возможно, это даже на пользу идет часто. То есть, например, с точки зрения Никиты, мне кажется, для него каждая победа и поражение очень важно. Мне кажется, что главная суперсила Никиты — способность собирать вокруг себя людей, которые разделяют с ним его идею и способны ее реализовать. Очень много сильных сторон в его характере. Никита всегда находит подход к абсолютно разным людям, потому что у нас разные люди работают со своими характерами. У каждого этого человека характер непростой, 100%. Может посмотреть с позиции каждого этого человека на ситуацию. Он может разобраться в любой проблеме в силу его любопытства на самом деле. То есть он делает это даже не с целью, что вот мне нужно, чтобы мой бизнес работал, и чтобы оно туда шло. Он истинно пытается докопаться до причин, почему человек так или иначе сделал. Подумал, сказал. Ему всегда это интересно.
Вот это самое, наверное, важное. Потому что когда ты столько своего ресурса тратишь на вещь, которая со стороны может казаться очень маленькой, но на самом деле это, мне кажется, огромное просто такое поле, благодаря которому у тебя появляется какая-то действительно почва хорошая, стабильная под ногами. Психологическая усталость и нагрузка — это вообще очень большой такой отдельный топик, тема, на которую долго можно разговаривать. Я для себя стараюсь уже достаточно длинный период времени намеренно поддерживать свое и физическое, и эмоциональное здоровье путем занятий спортом, путем постоянных каких-то рекреационных мероприятий. Я стараюсь все время за собой следить, я стараюсь какие-то конфликтные ситуации или проблемные всегда проговаривать, либо прорабатывать, как бы это ни звучало, и чтобы не копить это все в себе, для того, чтобы всегда быть плюс-минус в хорошем с ментальным состоянием. Каждый день коммуницируешь близко с 10-20 людьми. Каждый человек каждый день себя чувствует по-разному. Ситуации разные, но тебе всегда нужно как-то в балансе находиться. И это большой длинный путь, который я осознанно пытаюсь каждый день маленькими шажочками проходить для того, чтобы как-то быть лучше, спокойнее, уравновешеннее. И тем самым я могу хорошо компенсировать эти высокие нагрузки. Я знаю клубы, в которых тоже на должностях операционного директора работают девушки, но их действительно единицы. И у нас действительно собран не маленький уже женский штат. Каждая девушка в нашего коллектива, она действительно прошла большой путь развития, и она абсолютно на своем месте. Просто позиции, которые занимают у нас девушки в штате, они органично больше подходят девушкам. Они более организованы, более систематичные, они могут много процессов контролировать на высоком уровне хорошо, могут задач много выполнять, могут быть широкопрофильным специалистом. Не всегда, конечно, широкий профиль, он хорош, знаешь, но это всегда такая золотая грань. Тебе как организации уходить в какую-то бюрократию, иметь на каждую маленькую работку своего конкретного узкого человечка. Но тогда у тебя разовьется гигантская эта бюрократия, у тебя раздуется штат, контроль за этим штатом станет гораздо сложнее. Но когда у тебя есть человек, который в рамках твоей структуры органично вырос, и ты видишь, что он делает допустим, эту работу, как, допустим, так же было в моем случае. Я всегда была настолько инициативна, чтобы закрывать очень широкий спектр задач. И органично стала ответственным человеком за этот спектр задач. Также и с остальными девушками в нашем коллективе. И поэтому я думаю, что специфика работы, она тоже важна. Этот принцип того, что у нас штат маленький, но каждый сотрудник в этом штате очень ценный и очень нагружен работой, это обратная сторона медали, идет от Никиты, потому что он всегда старается человеку в компании дать максимальную возможность развития и ветки развития. Чувствуешь, что ты можешь делать это, какую-то работу, какой-то тип работы, что ты хочешь что-то попробовать, он всегда даст тебе эти возможности. Если будет хорошо, ты будешь дальше этим заниматься. Ситуация, когда в нашем коллективе может возникнуть мизогиния, это у нас невозможно. У нас просто людей таких нету. И нету тенденции к тому, чтобы наша компания таким образом развивалась, чтобы у нас такие люди появились просто. Я думаю, что спирит там, где она есть сейчас, только благодаря тому, что мы никогда не ставили бизнес во главу интересов. Мы все-таки ставили спортивные достижения, спортивные цели. Мы всегда старались думать в ключе, что мы можем сделать для наших составов, чтобы получить лучший результат. И именно это привело нас туда, где мы есть сейчас. Какими я вижу спирит через 10 лет, это прям очень сложный вопрос на самом деле. Потому что это вопрос многогранный. Мне бы на самом деле, наверное, хотелось, чтобы спирит дальше развивалась и масштабировалась во всех направлениях, которые она это делает. Через 10 лет, чтобы у нас было много составов, чтобы у нас были супер хорошие условия для наших составов, чтобы у нас была своя тренировочная база, чтобы мы растили игроков, чтобы мы не просто их находили, набирали и так далее, чтобы наша идея с академиями, которая успешно уже работает в КС, которую мы пытаемся зародить в доте и в других дисциплинах, чтобы мы могли это вообще супер развить в какую-то такую эталонную систему.
тему. То есть Spirit, в принципе, и так задает тренды, мне кажется, так. И именно и в спортивной модели, и в медийной модели. И это видно, что люди нас копируют, люди пытаются понять, а как у нас, а как мы этого добились. Но в моем понимании хотелось бы как-то, наверное, стать таким вот клубом, куда люди всегда хотели идти и расти там, и развиваться. И чтобы для этого у нас были все возможности.